Привет, друзья! Рада вас видеть на канале, и сегодня у нас тема, которая, наверное, ближе к сериалу, чем к лекции. Мы поговорим о традиционной итальянской семье, и сразу предупреждаю, забудьте все, что вы видели в рекламе паста Барилла. Там все слишком красиво, солнце, виноград, итальянцы сидят за огромным столом, улыбаются, едят спагетти. Судя по виду, у них вообще никогда не бывает проблем. Ни кредитов, ни тещи, ни соседей с дрелью по утрам. И ты думаешь, ну все, это рай на земле. Но правда в том, что итальянская семья — это не только про пасту и улыбки. Это и про скандалы, про маменькиных сынков, про то, что взрослые дети иногда живут с мамами до 40 лет. И про то, что у итальянцев рождаемость одна из самых низких в Европе. Да-да, та самая страна, где кажется, что дети носятся повсюду. На самом деле переживает настоящий демографический кризис. Сегодня мы разберем, где мифы, где правда, как все это выглядело раньше и почему итальянская семья – это бренд не хуже, чем Феррари. И прежде чем мы нырнем в мир пасты, маменькиных сынков и бесконечных семейных обедов, маленькая просьба. Если вам нравится такой формат, обязательно жмите лайк, подписывайтесь и не забывайте про супер спасибо. Теперь и эта функция у меня включена, так что можно поддержать канал прямо под этим видео. Чтобы понять, как появился этот миф, давайте перенесемся лет так на 100 назад. Италия тогда — это не мода, не Милан, не Ламборджини, это деревни, фермы и люди, которые пахали землю с утра до вечера. Жили все большими семьями, и не потому, что они были такие душевные, а потому, что это был единственный способ выжить. Чем больше у тебя детей, тем больше у тебя работников. В одном доме могли жить 3 поколения. Представьте, вы, ваши родители, ваши дети, ваши бабушки, дедушки и, конечно же, кто-то из кузенов, потому что у него проблемы, и он решил немножечко пожить. И так лет 20. Это уже не семья, это реально мини-деревня. Католическая церковь добавляла свое. Развод нет. Спасибо, мы в Италии. До 1970 года разводов практически не было. Представьте себе, вы выходите замуж или женитесь, и это все. Билет в один конец. Ошибка молодости. Терпи. Ты теперь семья навсегда. Неудивительно, что при таком подходе семья была священной. Не в том смысле, что там не ругались. Ругались так, что цены трясутся, но выйти из этого круга нельзя было. А теперь представьте, конец 19 века, начало 20-го. Миллионы итальянцев уезжают в США, Канаду, Аргентину. Там они живут по старым правилам. Семья – это все. Фамилия – это твой паспорт жизни. И это замечают окружающие. И вот Голливуд такой: о, а давайте сделаем на этом бизнес. И начинается «Крестный отец», «Сопрано» и все остальные фильмы, где итальянская семья – это всегда огромный клан. Там паста, там свадьбы на 200 человек, там дети кричат, бабушки машут руками, мужчины решают дела за бокалом вина. И мы до сих пор на это смотрим и думаем: вот оно, настоящее счастье. Хотя, если честно, это счастье только на экране. В реальности в одной комнате 10 родственников – это уже не семейный обед, это квест. Выживи или… Итак, давайте разбираться, что из этого миф, а что реальность. Начнем с самого главного. Миф номер 1. Итальянцы до сих пор живут огромными семьями. Нет, забудьте. Сегодня в Италии средняя семья – это 2-3 человека. Все. Средний показатель рождаемости около 1,2 ребенка на человека, на женщину. Чтобы вы понимали, для нормального воспроизводства нужны как минимум 2,1. То есть Италия буквально вымирает. Если бы не мигранты, ситуация была бы катастрофической. Почему же так? Экономика, жилье дорогое, молодые долго остаются у родителей, поздние браки, средний возраст вступления в брак 32-34 года. Конечно же, изменение ценностей, карьеры, путешествия, личное пространство.
Но итальянцы по-прежнему очень сильно привязаны к родителям, даже если они не живут вместе, звонки ежедневно. И это реальность. В Италии позвонить маме каждый день – это не то, что ты хороший сын, это базовый стандарт. Номер 2. В Италии до сих пор отец – глава, а мать сидит дома и варит пасту. Раньше да, но в 21 веке очень сильно все изменилось. Женщины работают, учатся, строят карьеру. В парламенте все больше женщин, в бизнесе, естественно, тоже. Но патриархат все еще сидит где-то глубоко, особенно на юге. На юге мужчина – это такой глава, а женщина – мать и хозяйка. На севере отношения более равноправные. Миф номер 3. Каждый вечер вся семья собирается за ужином. Ах, вот эта картинка самая любимая. Большой стол, свечи, тарелки с пастой, красное вино. Папа рассказывает истории, дети шумят, бабушка машет руками, кричит: «Ешь, ты плохо выглядишь». И кажется, так проходит каждый вечер. Но теперь давайте включим реальность. Среднестатистический итальянец работает, стоит в пробке, приходит домой уставший. Дети сидят в телефонах, подростки гуляют с друзьями. Ужины, йоги. Итальянская семья тоже живет в 21 веке. Ежедневные большие ужины нет, зато воскресные обеды и праздники – это святое. И если вы хоть раз окажетесь в итальянской семье на Рождество, Пасху или какое-нибудь семейное воскресенье, держитесь. Это не обед, это марафон. Сначала закуски, потом паста, потом мясо, потом десерт, потом фрукты, кофе, а потом давай еще. И все это под соусом бесконечных разговоров и споров. Тут спорят о футболе, Ювентус или Милан. Тут обсуждают политику. Эти политики хуже, чем арбитры в серии А. Кто-то вспоминает, что сосед неделю назад парковался не так. И вот ты сидишь и думаешь, а где же тут тот романтический обед из рекламы Барилла? Миф номер 4. Семья в Италии нерушима. Это тоже полуправда. Да, итальянцы ценят семью, но статистика разводов говорит обратное. Они растут. Браков становится меньше, гражданских союзов больше, молодежь часто вообще не спешит узаконивать отношения. Но вот парадокс. Несмотря на разводы, изменения, эмоциональная связь остается сильной. Отец может развестись с матерью, но все равно участвует в жизни ребенка. Семьи могут собираться вместе даже после развода ради детей и традиций. И это не лицемерие, это реально в культуре. Дети, фамилия выше личных обид. Мифы мифами, но что же реально сохранилось классической итальянской семьи? Привязанность к родителям. Итальянцы обожают родителей, созваниваются постоянно. Даже взрослый мужчина в 40 лет может звонить маме каждый день. Праздники – это не просто дата, это целый ритуал. Никто не скажет: «Ой, я не могу прийти на Рождество, у меня работа». Нет, ты можешь отменить все, но не семейный обед. Мама – это центр семьи. Даже если официально семьи глава, мама – голова. Она все решает, она хранительница рецептов, связи и, простите, хранительница психики всей семьи. Мамоны, я уже упоминала, но давайте еще раз. Это когда взрослые дети, мальчик, пирожочек, не уходит от родителей. И не просто поживу чуть-чуть, нет, до 35-40. Спокойно. У нас это звучит странно, а в Италии вполне нормально. Причины – дорогое жилье, трудно найти стабильную работу, ну и маме нравится. Да, итальянские мамы не против. У них ощущение, что сын рядом, под контролем, и за ним можно ухаживать. И надо это делать. Север и юг – разные миры.
Важно понимать, Италия не едина в плане культуры и семей. Север и юг – это две разные страны. На севере больше равенства полов, меньше детей, больше индивидуализма. Жизнь быстрее, дороже. На юге же патриархальные традиции сильнее, семьи больше, религия играет большую роль. Семейные кланы – это не метафора. В Неаполе, к примеру, у вас реально может быть ощущение, что вы попали в сериал «Клан Сопрано». Только без мафии, почти без мафии. Все друг друга знают, все обсуждают друг друга, и семья – это реально центр мира. Итак, давайте соберем картинку. Сегодня типичная итальянская семья – это пара с одним ребенком, иногда без детей, иногда даже гражданский союз. Молодежь долго живет с родителями, женщины работают, но традиционные ожидания от них сохраняются. И все это перемешано с современными ценностями. Получается такой коктейль вроде 21 век, и смартфон, и свобода, но при этом звонки маме каждый день, обеды на 6 часов и обязательные семейные сборы, и немного иронии напоследок. Итальянская семья – это реально бренд. Это как пицца или Феррари. Красиво, вкусно, но иногда дорого и не всегда удобно. И честно, когда вы видите в рекламе счастливую семью за столом, помните, через 5 минут после съемки они, скорее всего, спорили, кто должен мыть посуду. Мы уже разобрали мифы, поговорили о северных и южных традициях, а теперь давайте углубимся в один из самых феноменов, главных. Итальянский маменькин пирожочек. Вы знаете, во многих странах маменькин сынок – это оскорбление. В Италии это почти орден. Тут не просто не стесняются, тут могут даже гордиться. Да, я живу с мамой, и что? Утром идет на работу, а потом вечером возвращается домой к маме, где его ждет ужин, теплый, домашний. И футболки уже выстираны, и самое смешное, мама тоже счастлива, потому что у нее сын рядом, под присмотром, и никто его не обидит. И девушка у него есть, конечно, но жить с ней нет, зачем, если дома удобней? Логично? Логично. Почему же это вообще так работает? Экономика. В Италии зарплаты не такие высокие, как цены на жилье. Снять квартиру, отдельную квартиру в Милане или в Риме – удовольствие не для слабонервных. Культура в Италии, семья – это не временный этап, это база. Тут не принято оторваться и уехать на другой конец страны. Мама реально не против. В Италии женщина, особенно на юге, всю жизнь строила семью вокруг себя. И когда дети уходят, у нее пустота. И поэтому, конечно, ей выгоднее и лучше, чтобы сын оставался под боком. Теперь к другой важной теме. Все эти шутки про маменькиных сынков были бы шутками, если бы не одна маленькая проблема. В Италии катастрофически мало детей. Давайте цифры. В 2023 году уровень рождаемости 1,2. Для простого воспроизводства нужно хотя бы 2,1. Хотя бы. Значит, через поколение итальянцев будет меньше почти в 2 раза. И это при том, что Италия – страна, где дети всегда были в центре. Почему же так? Экономика. Работы мало, зарплаты низкие, молодежь поздно женится, квартиры дорогие. Женщины не хотят быть только матерями, хотят карьеру, свободу. И итальянцы просто любят комфорт, а дети – это дорого и сложно. Раньше семья была обязательной, теперь есть выбор. И все больше людей выбирают жить без детей. В сравнении с другими странами, чтобы понять масштаб, давайте посмотрим вокруг. Франция. Там уровень рождаемости выше. Около 1,8. Почему? Государство поддерживает детские сады, пособия, помощь. Германия. Тоже была проблема, но они активно внедряют политику «работа плюс семья». И женщины могут совмещать. Скандинавия. Там вообще рай для родителей. Отпуска по уходу за ребенком, гибкий график, пособия. А в Италии мамы часто вынуждены бросать работу, если у нее ребенок, потому что система поддержки очень слабая.
детские сады дорогие или недоступные, и вот у тебя выбор: карьера или дети. Многие выбирают карьеру. И при этом культурный парадокс. Итальянцы обожают детей, даже те, у кого их нет. В кафе официант может сюсюкаться с чужим ребенком, в магазине бабушка может погладить, поиграть с малышом, но на своих решаются далеко не все. Знаете, кто в Италии реально спасает систему? Бабушки и дедушки. Да. У тебя ребенок? Отлично. Детский сад, дорога не проблема. Бабушка готова сидеть с внуками целыми днями. Дедушка отвезет в школу. Бабушка заберет, накормит, расскажет сказку. И это не исключение, а правило. Без бабушек итальянская система семьи просто не выжила бы. И вот что интересно. Сама концепция «итальянская семья» стала брендом. В Голливуде это мафия и свадьбы, в рекламе это паста, улыбки и красное вино, в туризме это картинки. Все сидят за столом с видом на Тоскану, а в реальности это маменькин сынок, один ребенок, бабушка, которая готовит лучше всех в мире, и бесконечные звонки. В сравнении с нашими традициями, если сравнить с Россией или с другими постсоветскими странами, то параллелей масса. У нас тоже есть культ звонить маме. У нас тоже дети живут с родителями дольше. Но разница в том, что на это часто смотрим как на признак несостоятельности. Не можешь съехать от родителей, значит, что-то не так. А в Италии наоборот. Зачем съезжать, если дома тепло, вкусно и удобно? И это реально культурная штука. Итальянцы в этом смысле честнее. Они не делают вид, что показать эту самостоятельность во что бы то ни стало. Вот представьте, вы итальянец, вам 35, вы живете с мамой, она стирает ваши вещи, готовит лампасту, спрашивает, не простудился ли ты. В то же время у вас iPhone последней модели, отпуск на Мальдивах, подписка на Netflix. Вот он, современный итальянский баланс. И если честно, иногда думаешь, а может, они правы? Может, нам всем просто стоит вернуться к мамам, потому что у них реально лучшие макароны. Итак, мы с вами прошли длинный путь от рекламы Барилла и крестного отца до демографического кризиса. И теперь можно задать главный вопрос: а зачем вообще нужен этот миф о традиционной итальянской семье? Миф — это красиво, миф — это картинка, которая продается. Реальность скучнее. Кредиты, пробки, ипотеки, один ребенок и звонки каждый день. Но если вы спросите любого туриста, что он думает об итальянской семье, он представит ту самую картинку. Большой стол, смех, жесты руками, паста и вино. Зачем это нужно самим итальянцам? Миф создает ощущение стабильности. В мире, где все меняется, приятно думать, что есть что-то вечное. Семья, мама, паста и вера в то, что на юге Италии светит солнце постоянно. Семья как бренд Италии. У каждой страны есть свой символ. У Франции любовь и Эйфелева башня, у Германии порядок и сосиски. Япония — технологии, традиции, у Италии еда, мода и семья. И этот бренд работает. Ты приезжаешь в Италию, думаешь: хочу почувствовать настоящую семью. Реальность 20-х годов. Итальянцы женятся поздно, детей почти нет, маменькины сынки все еще существуют, бабушки все еще кормят, и все равно звонят мамам каждый день. И знаете что? Может, это и есть настоящая традиция, не форма, а содержание. Не важно, сколько у тебя детей, важно, что семья все еще в центре. Семья в Италии — это не всегда про количество людей за столом. Это про то, что в трудный момент тебе есть кому позвонить. Про то, что даже если ты уехал в другой город, мама все равно спросит: поел ли ты? Про то, что в любом возрасте у тебя есть ощущение, что за тобой стоит твой клан.
И это, наверное, универсальное. У каждой культуры свои мифы, реальности, но в Италии они умудрились сделать из этого национальную идею. Да, не все так идеально, как в фильмах. Да, рождаемость падает. Молодежь не торопится заводить семьи. Но базовые ценности остаются. Семья – это опора. Можно сколько угодно смеяться над маленькими пирожочками, вечными обедами, но если честно, в этом есть что-то трогательное в мире, где все бегут вперед, итальянцы оставляют себе кусочек прошлого. Итак, что мы имеем? Мифы, огромные семьи, вечный ужин, идеальная гармония. В реальности маленькие семьи, демографический кризис, маменькины пирожочки. Но правда в том, что итальянская семья – это не музейный экспонат, она меняется, она все равно остается символом тепла и близости. И может быть именно поэтому мы так сильно любим этот миф, потому что нам тоже хочется верить, что где-то есть место, где все собираются за одним столом, спорят, смеются, жестикулируют и тянутся за кусочком тирамису. Так что вот вам правда о традиционной итальянской семье. И миф, и реальность переплелись так крепко, что уже их невозможно разделить. Но, если честно, какая разница? Главное, чтобы у вас был кто-то, кто спросит, поел ли ты? А все остальное это так детали. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, что вы думаете про итальянскую семью и вообще про мифы разных стран. И обязательно подписывайтесь на канал, впереди еще много интересных видео. Пока!